Берем обычную картошку, одну морковь и луковицу, а в результате получаем вкусное блюдо. Сегодня приготовим вкусный и простой рецепт в духовке. Разберем, как сделать основу хрустящей, подготовим нежную грибную начинку и добавим тот самый секретный ингредиент, который сделает блюдо сочным внутри. Кстати, полный список продуктов я оставлю в описании под видео, так что обязательно сохраните рецепт, чтобы не потерять его в нужный момент. Картофель тщательно мою, очищаю и натираю на мелкой терке. Сразу возьмите емкость побольше, потому что смешивать все ингредиенты будем именно здесь. Выбрала мелкую терку, потому что так картофель и другие овощи быстрее приготовятся. Дальше беру одну морковь покрупнее и также отправляю ее на мелкую терку. Морковь даст нам не только потрясающий цвет, но и легкую сладость. Следом идет репчатая луковица. Ею я тоже натираю, но уже на крупной терке. Добавляю соль, черный молотый перец и 1-2 яйца. Сюда же отправляю 3 или 4 зубчика чеснока, пропущенных через пресс. Теперь добавляю 2 или 3 столовые ложки муки и все тщательно перемешиваю. Мука здесь нужна только для связки. Пока наша картофельная масса отдыхает, займемся начинкой. Беру еще одну луковицу и нарезаю ее крупным кубиком. На сковородку наливаю растительное масло, хорошо разогреваю и начинаю обжаривать лук на среднем огне до легкой прозрачности. Пока лук золотится, нарежу грибы. Я их уже помыла и теперь нарезаю тонкими пластинками. В этом рецепте именно такая нарезка подойдет больше всего, и чуть позже вы поймете почему. Высыпаю грибы к луку, добавляю немного соли, перца и продолжаю тушить. Если грибы дали слишком много жидкости, ее выпариваю или сливаю. Когда грибы с луком почти готовы, добавляю в сковородку сметану. Готовлю еще пару минут и обязательно пробую на вкус. На этом этапе можно добавить ваши любимые специи или чуть больше соли. Начинка должна оставаться немного жидковатой. Так она сохранит весь сок и отдаст его картофелю в самый нужный момент, когда мы отправим все в духовку. В самом конце добавляю нарезанную зелень, укроп и петрушку. Кстати, часто спрашивают, можно ли использовать замороженную зелень. Конечно, можно. Вкус от этого не пострадает. Пока начинка остывает, вернемся к нашей картошке. Сковородку разогреваю очень хорошо. Наливаю растительного масла для жарки побольше. Выкладываю картофельную массу не слишком толстым слоем и аккуратно разравниваю лопаткой по всей поверхности. Огонь держим средним. Попробуйте аккуратно подеть край лопаткой. Если картошка хорошо отходит от дна и держит форму, значит пора переворачивать. Использую для этого большую тарелку. Накрываю сковороду, переворачиваю и аккуратно возвращаю лепешку обратно обжариваться с другой стороны. Но можно и без тарелки. Поделитесь этим видео с друзьями. А в описании и в подсказках в конце видео вы найдете другие вкусные рецепты из картофеля. Теперь начинается самое интересное – сборка. Выкладываю обжаренную лепешку на лист с пергаментом. Духовка у меня уже разогрета до 180 градусов. На один край нашей большой заготовки выкладываю ту самую сочную грибную начинку. Нам также понадобится немного твердого сыра. Натираю его на крупной терке и посыпаю поверх грибов. Накрываю начинку вторым краем картофельного драника. Получается такой своеобразный большой чебурек или конверт. И вот здесь один момент. Я отправляю его в духовку буквально на 15 минут. Это нужно, чтобы все вкусы внутри объединились, а картофель окончательно дошел до готовности. Через 15 минут достаю блюдо из духовки, еще раз присыпаю сверху тертым сыром и возвращаю в духовку еще на 5 минут. Нам нужно, чтобы сыр просто расплавился и превратился в аппетитную шапочку. Это одновременно сочное и хрустящее блюдо, которое выглядит очень эффектно. Подаю я такую картошку, присыпав свежей зеленью и со сметаной.
Это настолько сытно и необычно. Если вам понравился этот рецепт, поставьте лайк под видео. Это очень поможет тем, кто еще не видел этот способ приготовления, открыть для себя что-то новое. Заглядывайте на канал чаще. У меня припасено еще много идей, как из простых продуктов сделать ресторанный шедевр. Спасибо за ваши теплые слова в комментариях, они меня очень вдохновляют. Приятного аппетита и до встречи в новых видео!